Привет, я Джойстик, а это Дан. Мы из команды Virtus.pro по Rainbow Six Siege, и сегодня мы вам расскажем места для установки фенрирок. Ну а чтобы наш контент выходил чаще, вы можете поставить лайк и обязательно подписаться на наш канал. Это обязательно бустанет наше настроение, и мы будем выпускать для вас еще больше. Поехали! Для начала мы посмотрим, кто такой фенрир. Это вот этот мужик. F-Not Dreadmine гаджет называется. Лодаут у него сайга, но это выкидываем. МП7, дробовичок. И флексит обычно только вот буллетпруфом либо колючкой. Чаще берут колючку. Вот на каких картах он самый крутой? На всех картах полезен, потому что у него, во-первых, 5 проходов, на которых ты можешь кинуть свои трапы. 3 из них, правда, активные, но все равно вы можете отзонить 3 любых двери, 3 любых там прохода, неважно, пропила. Очень много информации дает. Противники заходят, им надо либо сломать эти трапы, либо они заходят в full blind. То есть очень полезный оперативник, особенно в конце раунда, когда уже надо тебе заходить в плент, и нету особо много времени, чтобы все это расчекивать. Самые имбовые, наверное, карты для него — это Орегон. Это наш любимый, самая наша сильная карта. Clubhouse. Sky. Консул. Да, он просто еще на всех картах сильный из-за того, что его можно не только как в сайте использовать, но и при роме, потому что у тебя очень много времени тратится на то, чтобы выбить ром, а если там еще есть фенрир, который при заходе тебя слепит, то при роме их точно вообще не чистят, эти фенрирки. Даже если ты не хочешь сыграть под фенрирку, типа blind начала пикнуть, она просто тебе дает информацию. Да и плюс задерживает очень много времени, потому что если чел без инфы зашел в фенрирку, вряд ли он будет пушить дальше, он отойдет назад. Почему Орегон подвал? Потому что раньше у тебя был хотя бы шанс куда-то проползти в атаке. Сейчас у тебя шансов нет, потому что у тебя фенрирки. Фенрирки обычно она вот здесь, над дверью. Она, получается, работает. Человек с мына такой: хи-хи-хи, сейчас заползу в спину всех, ха-ха. И оп, все, блайнд, умер. Популярная фенрирка какая? Значит, Ну, под столом вот тут в люке. во фризере вот тут. Оп. То есть то же самое, если атака с бигтавера, у вас уже 2 фенрирки, одна на мейн, одна на фризер, вам нужен, по сути, только один человек, который будет контролировать эти 2 зоны, и по фенрир-трапам будет пикать. То есть ему даже вот самая крутая трапа на люк. Очень круто. Потому что сейчас хае греть нельзя. Раньше ты ее отскоком идеально кидал, она ломала, сейчас может не сломать. Не, я говорю, фенрир, по сути, он полезен на всех абсолютно точках, и очень много дает вам информации, плюс вам не надо, самое важное, торговать лицом, чтобы проверять эту позицию. То есть вы смотрите закрытый угол, вот, допустим, сидите вот на столбе, ждете, пока эта фенрирка активируется, ну вот пикаете под нее, и вот встань за столб. Человек спускается, вот тут начинает триггерить, вы стоите за столбом такие, у вас работает трапа, и вы просто выходите и убиваете его. То есть он фуллблайнд стоит, и он же не знает, где люди, он должен смотреть и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, но он блайнд, ничего не единственное, что под фенрира, наверное, важно пикать каких-то оперативников типа мута, чтобы не заезжали твич-дроны, браво-дроны, флорес-дроны. Ну, короче, чтобы вам девайсы не ломали. Также можно сейвить фенрирки, допустим, вот вы стоите, держите подвал, у вас тут баррикада, люк у вас закрыт, и вы понимаете, ну зачем вот вам сейчас включать эту фенрирку? Абсолютно не зачем. А вдруг приползет какой-то твич-дрон? Фенрирки закрытыми, и просто когда понимаете, что, допустим, парни, походу мой новый пуш, просто раз, два, включили. Кстати, потом говорят, не-не, БТ, отмена, хоп, развернулись, включили дроп. Эту выключили, потому что вы ее смотрите. Включили, обычно в синьку дают трапу. Есть трапа в аутсайд, ее кидают куда-то вот сюда. Есть трапа в инсайд, ее просто сюда. Есть, кстати, очень интересные фенрирки, которые на самом деле немногие команды используют под ретейк. То есть ты просто оставляешь какую-то самую наитупейшую фенрирку на полу, на стене. Ну, допустим, я не знаю, вот так, просто. Вот так она висит. Да. Вы, получается, ничего с ней сделать не можете. Ее обычно ломать впадлу. То есть никто не позовет своего тиммейта и вот сломать вот это вот. Да, потому что у вас тиммейты заняты, прокидывают в люк какие-то хаешки, еще что-то, и ты такой: парни, у меня тут фенрирка, стена. Если у тебя самого нет каких-то девайсов, чтобы это сломать, ты обычно забиваешь на это болт, а потом приходит фенрир и говорит: мужики, я могу активировать трапы на БТ, и мы можем под это Вы, допустим, знаете, что у вас стоит мужик вот так, контролит поджим. Вот так. И вы просто говорите: парни, погнали. Его блайндит, и вы просто заходите, его убиваете с префа, уходите. На митинге ты кидаешь доски трапу, зелень трапу, вот сюда и сюда. На флаг трапу, это получается вот сюда.
Это когда вы дефите митинг. На детские вы обычно как даете трапу? Возможно, мы лестницу, но вместо трапы можно дать колючку. Я думаю, просто прям на Орегоне нету каких-то супер фишечных. Да, просто базовая, типа вот у вас вот точка, у вас вход в точку откуда? Большое окно, белая дверь, комод дверь. Вы просто даете раз, два, три фенрирка, понимаете, что сейчас будет пуш-сайт, активируете 3 фенрирки, сидите, ждете, играете на фенрирке. Активировалось, чуть-чуть подождали, потому что обычно что делать человек, Да, кстати, вот еще очень важно, что фенрирка работает не с нулевой секунды. Да. То есть как только человек зашел, у него раскрывается вот эта сфера флешки. Соответственно, надо вот буквально чуть-чуть полсекундочки подождать и потом пикать, потому что я, допустим, зашел, и вот сейчас я блайнд. И вот если человек идет на вас в прицеле, и вы выйдете сразу... Вот, да, он, допустим, заходит, думает, фаст распикиваю. Он заходит, вот он еще не блайнд, потом он становится блайнд. И вы уже в этот момент можете его пикнуть, допустим, зверей детских. А если вы пикнете его инста, то он зайдет, он будет не блайнд, вы пикнете, он увидит и начнет просто уже фулл блайнд префать в вашу сторону. В общем, вам надо чуть-чуть выждать момент. Да, вот просто не сразу пикать, как только она сработала, она вот сработала, вы раз, два, оп, и пошли. Чтобы на человека сработала флешка. Применение фенрира очень простое и очень эффективное. То есть вы в основном понимаете, откуда будут идти противники. Главное просто открывать трапы там, где есть противник. Да, мы можем показать клуб, потому что на клубе, На клубе больше фиш, там и на флаге есть всякие. Ну, это лучшая наша карта, как-никак. Ну, конечно. И у нас на ней винрейт 100%. Не хотелось палить, сейчас скажу, ребят. Что ты хочешь, вот сюда кинуть? Ну, не, вот сюда. Вот здесь фенрирка. Иди под кухню. Ну вот, типа вы идете такие, оп, блайнд. Ну вот вы сюда. Ее обычно не ломают, с вертикалки ее не находят. Да. Потому что в коридоре снизу обычно находят. Потом в кухне вот тут вы можете как даже фенриркой как на инфу играть. Не, вот там выше. Вот сюда прикрепить ее, подождать, пока чел выйдет с кухни двери, либо зайдет в холл, и ну чуть пониже. И он, когда будет проходить, эта трампа, она можете... и против кухни двери, и против кухни холла. И вы его можете взорвать сишкой. Да, типа да. вы можете приплейсить сишку На трапу. по фенрирке сразу ее взорвать. Да, то есть можно на фенриры еще играть на сишки. Перерыв между катками – это время пополнить припасы вместе с Яндекс.Едой. Все от бургеров до десертов с быстрой доставкой прямо к вашей клавиатуре. А если вы заказываете в первый раз от 1000 рублей, то вас ждет скидка в 350 рублей по промокоду ITSVP. Вот тут вот обычно плейсят под вот эту. Ее с вертикалки тоже не сломаешь, и когда человек падает в люк, его блайндит, и когда он бежит в дефолт плентить, Да, его то блайндит. есть вот сюда обычно все падают, бегут сюда в дефолт ставить. Так же, как и с валькиными камерами, не забывайте продумывать перспективу игроков, которые выходят. Вот, допустим, хотите Да, выкинуть не надо трапу кидать фенрирку вот так и надеяться, что вам с люка ее не отстрелят. Или, допустим, над туннелем вы хотите кинуть фенрирку, но вы понимаете, что есть с кухни люка, когда они его распилят, угол прям над туннелем. Соответственно, вы должны кинуть за ящик. За ящик, либо прям слишком высоко, чтобы не видно было с кухни Да, люка. вот чтобы вот эта балка типа закрывала. То есть всегда продумывайте перспективу того, как враг будет видеть ваш девайс. За ящик еще плюс в том, потому что вот, допустим, если вы кинете вот эту, давайте я покажу. Вот так, оп. У вас обычно при пуше в синьку падает в яму человечек, и он может просто вот эту фенрирку отстрелить. Вот он ее. Или нельзя тиммейтом отстрелить? Можно? Или не Ты сам не отстрелишь. Не отстрелишь. И, короче, а вот эту он не может никак отстрелить, потому что у него ящик большой загораживает. То есть перспективу тоже важно оценивать. Вот тут 2 ящика. Вот эту не отстрелить, эту отстрелить. Еще важно показать в синьку. Синька это... Ну, на самом деле, мне не особо нравится эта трапа, потому что в синьке ее вообще почти все ломают. Я ее ломаю с ямы. И вот отсюда она еще ломается, с ямы, да. Если я вижу такую фенрирку, я падаю в яму, ломаю ее и быстро вылезаю. Если вы куда-то сюда ее заныкаете... Не, она тут не ныкается. Ну, очень плохо. Ее с люка видно. То есть в синьке очень сложно приплейсить. Да. Ну, единственный вариант, как будто как-то вот тут, наверное, ее прятать. Вот вы, допустим, знаете, что вот этого вам альфа не нужна, вы ее смотрите, кинули, значит, на мото-дверь. Знаете, что... Но также не переусердствуйте. То есть, если вы видите, что в конце, до конца раунда осталось 20 секунд, не надо по стенам вилять, смотреть, переключать трапы. Потому что вот вы будете сидеть, у вас люди в мото, и вы такие, а включу-ка я альфа-фенрирку, и пока вы будете в телефоне сидеть, вам человек зайдет и просто убьет вас в спину. Поэтому в конце раунда не надо вот это сидеть. То есть хоть персонаж и простой и эффективный, но надо тут чувствовать тайминг, когда вам можно переключить, отвернуться, когда нет. Потому что также ты будешь держать какой-то угол 20 часов, как обычно бывает. Ты сидишь, вообще не двигаешься 20 часов, только на секунду отвернулся, чел вышел. При спальне базовые над пропилом. Ну, над пропилом вот тут вот в коробках. Вот тут. То есть часто ребята, которые с джакузи пушат, они просто пробегают на флаг, это фенрирка между окон. Между окон базовая вот здесь. Спальня, дверь вот тут. Ты ее выкинул так сейчас.
не берешь. Короче, спальня, дверь. Можно, если вы держите с ренфом вот здесь, если у вас вот здесь стоит рeinforce, можно кинуть трапу над кэш-дверью. Вот сюда вот вы кидаете трапу, и вы можете стоять спокойно. Короче, на самом деле на Фенрире прям такого что-то экстраординарного, там супер какого-то контента с этими трапами не показать. Вы просто, опять же, должны думать о перспективе, это самое главное, врагов. И желательно на старте раундов их всех закрывать, потому что они особо не нужны на старте раунда. Плюс заезжают вич-дроны, браво-дроны, и их смотреть или тиммейтам сказать, чтобы посмотрели ваши Фенрир. Просто вам надо понимать, что вы хотите законтролить, хотите ли вы сыграть под трапу, хотите ли вы просто оставить их на спины. Так, есть у некоторых команд разыгровки такие, что люди кидают не в сайт трапы, а чуть-чуть перед сайтом в какие-то соседние комнаты и ставят там людей с шотганами, либо Ну, с типа какими-то... мото. Кидаете на люк дроп. Да, и у вас тут стоит мут или смоук шотганом, и как только вы дропаетесь, он выходит, и у вас шансов перестрелять, если вы с первой пули в голову не попадете, ну 0. Потому что звуков нет в игре, поэтому спасают трапы. Потому что ты видишь, что она активировалась. Тоже верно. И выходишь. То есть это, ну, абсолютно дефолтный траппер, Да. который по информации... И самое, наверное, интересное, что ты работает. можешь просто на нем играть так, как ты хочешь. Хочешь в этом раунде сыграй на агрессивную трапу, хочешь сыграй на фулл отдачу плюс Да и ожидание плюс, чела. на самом деле, от Фенрира не требуется особо, ну, жить в раунде. То есть, да, он может Да. переключать трапы, но ты можешь их всех раскинуть, 3 активировать. Этого твоей команде будет достаточно. И пойти пороумить, умереть, Да. посидеть на камерах, от этого... Можешь 3 дать в сайт, 2 себе в роум. Какие-нибудь Да. 2 в сайте важные активировать. Допустим, ты дал 2 Одну в сайте, переключать. дал 2 в сайте, точнее 2 в сайте трапы активировал и дал себе, допустим, спальня, дверь, джакузи пропил. И стоишь просто, ждешь. У тебя, допустим, ты понимаешь, что джакузи открыли, активируешь ее тут, убиваешь чела, обрубаешь ее и идешь просто в сайт. Там активируешь третью, отдыхаешь. То есть максимально простой перс. Если вам понравился ролик, ребят, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях свое мнение, на каких оперативников вы бы еще хотели увидеть обзор, что интересного посмотреть. Возможно, Азами от джойстика интересно послушать. Это мнение уже его. троллинг, это троллинг. Возможно, интересно послушать, что же он скажет про Азами. Всем пока-пока.